Всем привет, это Web3 Voice, и у нас в гостях сегодня Артем Миронов, продукт-дизайнер компании Гош. И сегодня речь пойдет о Pop-It Music или Pop-It 3.0. Артем, расскажи, пожалуйста, что вы сделали, потому что вот я, например, приложение еще ни разу не открывал, ну просто не довелось. И хотелось бы просто посмотреть, как это все работает. Ну что, собственно, мы сегодня говорим про попит-музыку. Это такая реинкарнация, можно сказать, идеи в целом попитов в проекте Акинаки. Первостепенно, на самом деле, идея появилась у нас у одного нашего саунд-дизайнера классного, Саши. Он придумал просто прикольный миксер, как с помощью AI делать быстро музыку, легко достаточно, без промптов, без всего. И в какой-то момент мы решили просто это превратить в реинкарнацию попит-музыки, точнее, попитов обычных наших, потому что поняли, что просто, ну, дальше они в таком виде, какие они сейчас есть, жить не могут. Это неинтересно никому, ну, как бы просто больно. Вот, и поэтому родилась идея сделать генератор музыки AI-ной, превращать эту музыку в попитов и давать людям слушать ее бесплатно, без регистрации в целом даже. Но для того, чтобы получать какие-то дополнительные бенефиты, конечно, нужно сделать кошелек на Акинаки, и тогда открываются как бы большие возможности. Это майнить, слушая песенки интересные, и создавать треки с помощью как раз-таки вот этого вот прикольного миксера. Давайте я, наверное, пошарю экран тогда сразу. Да, это наш Poppet Music, который разработан, можно сказать, кровью и потом нашим. Нашей команды разработчиков, кто делает развлекательные штуки в компании Гош. Мы делали Poppet Games, которая в какой-то, ну, она так в целом и стала называться в какой-то момент Poppet Game. Разрабатывали Лудо, и вот сейчас сделали Poppet музыку с ребятами. Ну, и там плюс еще некоторые ребята тоже к нам присоединились, помогали. Вот, собственно, что тут можно делать? Тут можно слушать AI-музыку бесплатно, поддерживать тем самым авторов, потому что таким образом ты минтишь созданные этими авторами коины, треки, и, ну, бустишь их в топе на странице PopCoins. Все в целом, логика по минтингу и собиранию этих монеток такая же практически, как и была в предыдущей версии попитов. Просто теперь для этого не нужно не тапать, ничего, ты буквально можешь просто в фоне включить один из бакетов, и они подряд будут идти и проигрываться. Вот. Собственно, эту Интересно. музыку здесь можно собирать. То есть, если ты ее будешь слушать, она здесь будет собираться. Ну, точнее, если ты будешь ее добавлять в свои favorites, собирать из них плейлисты можешь, следить за авторами, на которых ты подписался. У нас, допустим, один из авторов, который делает очень много музыки буквально, прям я, честно говоря, не знаю даже, откуда у людей столько много времени на то, чтобы это делать. Я воодушевлен этим. Ну вот я как бы захожу сюда послушать песни его. Ну и других тоже ребят. Но основное, на самом деле, наверное, этот функционал я весь описал. У нас были сомнения насчет того, будет ли вообще это прикольно, будет ли вообще эта музыка кому-то нравиться, интересно, но посмотрев на то, как люди пользуются этим, сколько треков сейчас создают, хотя комьюнити пока что все еще небольшое этого продукта, и сами послушав эту музыку, мы поняли, что в целом идея как будто бы рабочая. Лично я часто просто вот утром, когда сажусь дела работать, делать, начинать, включаю просто на фон, и вот оно у меня как радио, как обычный какой-то сервис по прослушиванию музыки, как Spotify либо YouTube работает. Мне нравится, ну, конечно, не вся музыка мне нравится здесь, понятное дело, ну, к счастью, можно листануть просто вперед, либо какой-то там, не знаю, жанр выбрать, например, да, из плейлистов жанров. Ну, тут пока вот сейчас мы открыли, был один только трек, потому что жанр новым буквально недавно его добавили. Но если какой-нибудь открыть, допустим, не знаю, там R&B, я думаю, здесь будет уже, ну, как бы, ну, вот, да, много треков. Вот. Ну и, собственно, вот
Слушая это все на фоне, послушав, дав послушать нормально и посортировав треки нашему саунд-звукарю Саше, мы сделали вывод, что музыка стоит своего внимания. Вот. Но это как бы основной базис платформы, что здесь можно ее слушать, можно минтить эти попкоины. Конечно, в будущем у нас есть идеи, что это все, за этим всем будет стоять экономика, что их можно будет трейдить, передавать, продавать. Вот это все, о чем мы говорили ранее про прошлые попиты. Мы даже думаем, что, скорее всего, у нас получится попит 3.0 соединить с попит 2.0, тем самым, что мы как бы те попкоины, которые были там созданы, зальем сюда и соединим все это все в одно, дав, например, к прошлым попитам сделать музыку. Потому что, например, в ближайшем будущем мы планируем, что можно будет делать музыку по картинке. То есть ты не пишешь никакой промпт, ты просто картинку грузишь, и у тебя делается трек. Все. Как вот увидела нейросеть, так сказать, эту картинку. Вот. Возможно, это будет прикольно, возможно, нет, не знаю. Посмотрим. Пока сказать сложно. Ну и как бы второй момент, который здесь на платформе есть, и он, наверное, даже такой основной для новой аудитории, которую мы будем сюда в ближайшее время приводить, это создание треков с помощью ИИ. Каким образом это делается? Обычно на всяких платформах для создания музыки ты пишешь промпт. Да, то есть сидишь, придумываешь какие-то слова, какие-то идеи. Мы решили как-то пойти по-другому. Каким образом? Ты просто выбираешь определенный жанр, который тебе нравится. Ну, допустим, вот не знаю, нравится мне, да. Вот что, Глазик, что тебе, какой тебе приглянулся жанр? Давай так. Давай ска. Скам, давай сейчас скам. А, интересно, а как оно смешает жанры, если... мгм. Да, и можем сейчас другой какой-нибудь еще выбрать, давай. Давай Любой. ска и фолк. Это вот такие два абсолютно разных жанра, я считаю, и давай Фолк, посмотрим фолк, на это. фолк. Фонк или фолк Фолк, именно? он тебе правее там. Давай, да, Третья найдем здесь. строчка Просто... снизу, самая правая колонка. Вот, Ага, нашел. да. Ага, вот такая приятная. Да, и дальше мы должны выбрать какое-то настроение. Обязательно. Давай агрессив. Агрессив. Так, агрессив. Сори, я просто фолк не знал, как пишется, поэтому мы тогда с тобой его искали. Тут вот, собственно, мы сделали основное, что нужно было сделать. После этого мы можем уже нажать кнопку «Генерировать», и он нам сделает какой-то трек. Возьмет общее что-то из этих трех составляющих. Мы можем настроить их количество в этом треке. Мгм. Например, не знаю, вот сколько ты хочешь агрессивности сделать в этом треке? Ну давай 50% агрессивность. 50, так. А это все по 25, да? Типа, Да, давай так примерно. поделим. Давай. Типа 25. Окей. Мы можем сюда записать какой-то микрофон, но мы сейчас это не будем делать, потому что я, честно говоря, певец такой себе. Мгм. Мы можем записать какие-то клавиши, если их захотим. То есть реально дорожку записать. Поверх нее мы можем записать барабаны, и мы можем написать какой-то вайб и лирик. В целом любое. Хочешь Слушай, сейчас а вот добавить? как раз есть вопросец. Там еще до того, как встреча наша состоялась, я там общался с людьми, такими инструментальщиками, и пытался развить с ним идею, а вот, типа, будет ли этот сервис интересен людям, которые, ну, умеют играть и Мгм. хотят, ну, либо делать это с помощью ИИ и регулировать процент участия в их творчестве ИИ. Они смогут пользоваться вашим сервисом? Ну, смогут, захотят ли, не знаю. Потому что по большей части мы этот сервис позиционируем как для людей, которые не умеют как раз-таки писать музыку. У нас в звукарях называют сонграйтеры. Это люди, у которых есть какая-то идея трека, но они не умеют его воспроизвести руками. Давай это продолжим по сервису. Вот мне интересно, а вот сейчас у тебя там 90 и там какой-то... Короче, что это за токены? Это токены игры? Да, собственно, мы буквально вот на днях переехали, да, я же сказал бы сегодня, вчера, переехали на новую систему агентских токенов.
Раньше у нас, покупая подписку, ты получал какое-то определенное количество треков, а теперь ты получаешь определенное количество токенов. Почему мы это вообще сделали? Во-первых, потому что это нам самим нужно, потому что на платформе у нас ты не только генерируешь треки, но еще и можешь к ним перегенерировать потом картинки, обложки. Ну, в ближайшем, буквально, вот, наверное, может быть, завтра будет возможность перегенерировать названия для треков. Это будет очень дешево стоить. Типа один. Вот, это сразу отвечая на вопрос, Мгм. что опять платить. Почему вообще в целом, на самом деле, почему у нас все генерируется здесь, а не дается загрузить? Мы не хотим делать никакую модерацию. И не хотим вообще в это никак лезть. То есть ограничить юзера в том, чтобы что-то написать плохое, либо загрузить что-то плохое, мы не можем никаким образом. Ну, как бы пока что каких-то хороших определителей, хороших алгоритмов для этого не сделали. Ну, они как бы есть, но они закрыты, да, у больших компаний. Поэтому мы решили остановиться на том, что мы будем давать юзеру писать все, что угодно, но это будет проходить через нейросеть, и она будет фильтровать. Все. Вот. Это отвечая на один из каких-то вопросов, я видел, где-то кто-то спрашивал, можно ли будет загрузить свои треки на платформу, и можно ли будет на Suno. Соны. Да-да-да. Ну, Выходит дешевле или нет? смотря как, потому что мы вот используем достаточно сильную, хорошую модель, вот, которая стоит, ну, примерно как самая большая модель Suno. Выходит, Я отрекомендую. наверное, подороже, чем у Suno, но мы как бы даем еще и дополнительные функциональности здесь. То есть ты можешь этот трек выложить здесь, сделать за него обложку, перегенерить эту обложку и всякое такое. Глазик, наверное, нам надо теперь создать трек, Да, давай раз мы его пробовать. выбрали. Let's go. Собственно, разобрали, что здесь можно добавлять разный функционал, добавлять от себя всякие идеи, но вот как бы основная идея в том, что ты накидал жанров, ну, выбрал, какое количество этого всего здесь будет, и пошел как бы генерить трек. Да, все, вот он пошел, там идут запросы к нескольким нейронкам сразу, они генерируют промпт, генерируют картинку, вот это все делают, и через там буквально, наверное, минуту-две, в зависимости от того, там, сколько сейчас запросов висит, оно как бы обработает этот запрос, и мы услышим наш трек. Вот. Пока можно в целом, наверное, еще ответить на какой-нибудь вопросик, если есть. Готовы на Да, есть вопросы? вопросы, конечно. У меня есть вопросы про оплату. То есть я знаю, что можно платить шеллами. Вот. И тут несколько вопросов. Почему не наклами, да? И можно ли платить фиатом? Смотри, да, мы сейчас как раз посмотрим тогда с тобой этот функционал. Мы недавно буквально добавили возможность покупать за фиат подписку, но также ее можно купить и за шеллы. Почему не наклами сейчас? Потому что мы, ну, как бы сами не знаем цену наклами сейчас, в данный момент. Мгм. Как только у них будет какая-то определенная цена, я думаю, мы почему бы нет, мы сюда их добавим сразу же. Звучит логично, да. Да, в целом в этом нет никакой проблемы. Почему шеллы? Потому что шеллы, мы знаем, это стейблкоин, да, у которого мы знаем точную цену, мы можем посчитать, что продавая за такую-то стоимость такое-то количество токенов, мы знаем, что мы хотя бы окупим подписку. Мы хотя бы окупим то, что мы тратим на то, чтобы сходить к разным нейронкам и обработать ваш запрос. Вот и все. А фиат, вопрос, купить можно ли фиат, можно. Если хочешь глазик, мы даже посмотрим. Я могу показать, что это происходит. Вот. Да. Но я предлагаю сначала трек послушать. Да, давай. Вот. Ну, короче, у нас что-то получилось. Агрессивная ска. И что-то мы там еще добавляли. Фолк, по-моему. Я не знаю, сейчас будет слышно или нет. Я включу. И скажите громко нет, и я из чего убавлю. Да, слышно. Хорошо слышно, кстати. В целом, по-моему, это получился фолк. И ска одновременно. Сейчас послушаем, давай. Можно даже погромче. Давай еще погромче сделаем. Наполовину. Ну, в общем, как по мне, результат такой, Да. достаточно неплохой. Да, слушай, два стиля просто, ну, действительно,
Может, чуть-чуть агрессии не хватает, вот я бы так Ну, вот может сказал. быть, да, надо было побольше добавить. Тут, опять же, есть второй еще вариант. Он, смотри, другой, с другим мотивом немного. Ну, это больше на ска похоже. Такое, для меня это повеселее как будто бы. Мгм. Мне под это танцевать хочется. Слушай, неплохо. Ну, собственно, да. Как бы, какой вариант выбираем? Первый, второй? Тебе больше понравился? Слушай, второй. Второй. Да. Ага. Не знаю, не первый был. Мы можем его тримнуть, то есть если хотим обрезать какое-то начало-конец у него, и после этого его опубликовать, либо оставить у себя, вот если мы нажмем на крестик, да, или просто ничего не будем делать, он у нас потом останется на странице создания, и этот трек можно в любой момент будет Так, а послушать, что сейчас с скачать. ним можно сделать? Вот я вижу паблиш. Теперь его можно опубликовать. Мгм. Опубликовать в какой-то определенный попкоин. Вот. И как бы вот тут мы можем ему перегенерить обложку, если хотим. В целом она прикольная, она мне нравится, она такая интересная. Но если есть идея, глазик, можем что-нибудь здесь написать, и оно нам переделает. Да, слушай, а если для новых людей, которые будут смотреть это видео, объясни, что такое попкоин, пожалуйста. Да, конечно. Попкоин – это аналог, наверное, мемкоина на какой-либо другой, на каком-либо другом блокчейне. Как это работает? Да, когда автор создает какую-либо, даже как я правильно сейчас сформулирую, секунду. Когда автор генерирует какой-либо визуальный контент, в данной ситуации музыка, да, в прошлом это были картинки, публикует это, привязывая к своему попкоину, ну, коину, да, своей коллекции какой-то определенной, а, это произведение попадает в соревнование, в такую некую ленту Discover, где все выпущенные за определенные промежутки времени творчество, я бы это так назвал, соревнуются с друг другом, выпуститься на этой платформе или нет, выиграть или нет. Каким образом это работает? Да, мы видим вот тут в списке какое-то количество треков. Ну вот мы видим здесь двух авторов живых. Это вот один, вот второй. Другой – это Puppet это наш как бы технический, так сказать, бот, который просто заполняет бакеты, пока треков не очень много. И вообще в целом арта здесь на этой платформе не очень много. Вот. И в данной ситуации в этом бакете треки борются с друг другом. Сейчас условия достаточно, на самом деле, мягкие. Выигрывает 25% попитов внутри одной корзинки, если они превысили, по-моему, 1000 секунд прослушивания, Мгм. и их наслушало, по-моему, 10, как минимум 10 человек. Так, куда они Как-то попадают? после того, как один из треков выиграл, вот, например, если нажмем вот на эту первую корзинку, мы видим, что вот этот трек вот Last Да. Issued, да, он выпустился. Этот трек попадает на страницу Popcoins внутрь своего Popcoin. То есть вот если мы зайдем, вот, допустим, вот этот Now Native, да, Мгм. мы вот этот трек где-то здесь в Minted найдем, он где-то здесь, вот он есть. Да. Тем самым, Мгм. да, тем самым, когда юзеры наслушивают какое-то определенное количество этих секунд здесь, Popcoin растет по своему суплаю, и этот суплай распределяется среди всех, кто его послушал, поминтил. Вот в данный момент мы видим, что в этом попкоине контрибьютит один артист, послушал его всего 41 человек, и между ними распределился 1,1 миллион суплая этого попкоина. То есть Мгм. люди реально владеют такой криптомонеткой, которая привязана к работе артиста, который ее сюда выкладывает постоянно. Да, а давай поговорим побольше про роль криптовалюты, то есть, ну, и блокчейнов, ну, естественно, Акинаки. Да. Вот это все хранится на блокчейне? А в данный момент нет, потому что мы решили это запустить Puppet музыку как тест, посмотреть вообще заработает оно или нет. Но мы планируем это запустить на блокчейне все.
Да, хорошо. в ближайшем времени. А за прослушивание треков, какие монеты майнятся? Во-первых, когда ты слушаешь музыку, ты в целом, независимо где ты это слушаешь, на странице Discover, на странице попкоинов, потому что здесь, когда ты слушаешь на странице попкоинов, ты слушаешь уже выпущенные треки. Это важное уточнение. А на странице Discover ты слушаешь треки, которые сейчас соревнуются в соревновании. Так вот, когда ты слушаешь в целом музыку где угодно на этой платформе, ты майнишь в процессе в фоне наклы. Каждый тик там, каждый, короче говоря, тик. Вот, определенный. А слушая треки на странице Discover, ну, если вообще этот трек в целом сейчас активно соревнуется, ты минтишь монетки этого именно попкоина, к которому этот трек присоединен. Тем самым ты становишься таким, как соучастником вот этой вот мини-коллекции. Ты совладельцем этой коллекции становишься. А автор получает от этого процент. От каждой прослушанной секунды. То есть, таким образом, сама по себе система работает так, что автор выпускает определенный арт, на него находится аудитория, которая его слушает, поддерживает. Если она его поддерживает, она получает какой-то себе supply по кошелькам. Но слушая его и выпуская треки этого автора, она еще увеличивает supply этой монеты. Тем самым, если вокруг этой монеты все больше и больше какой-то комьюнити растет, в случае, если мы придумываем, что, как сказать, не придумываем даже, а мы делаем, что наконец-то эти попкоины находятся на блокчейне, их можно трейдить и меняться ими, теоретически у этого появляется ценность. То есть ты не только слушаешь, кайфуешь, но при этом еще и что-то зарабатываешь с этого. Ну, как-то так. Да, прикольно. Вот я думаю, для новых зрителей это будет открытие на самом деле. То есть, что можно слушать треки и еще крипту майнить, например. Ну, какую-то Да, в этом в крипту. целом основная идея платформы. Если обычно где-нибудь на Spotify ты платишь, чтобы слушать, здесь ты, слушая, получаешь что-то. Вот. Да, ну, не факт, что На там Ютубе сильно ценное, да, но в целом просто как я просто больше это привожу, что это больше уже как соцсеть какая-то получается, где есть какое-то Это соревнование. соцсеть. Мгм, Да. мгм. Ну, я в целом это вижу, что если все пойдет хорошо, и мы как бы будем развиваться, то мы будем становиться постепенно соцсетью. Мы будем добавлять разные форматы контента, скорее всего, сюда, потому что буквально вот у нас наш технический звукарь, он сделал прикольный механизм. Ты загружаешь видео, и нейронка делает к этому видео музыку. Тем самым ты можешь как бы, во-первых, себе это забрать, куда-то выложить, если тебе нужна музыка, no copyright, это все, да, и она будет к видео подходить сразу же. Еще и можешь это сюда выложить. Но мы пока над этим работаем, то есть тут пока непонятно, как это сделать правильно. Специалистов. А как вы будете это продвигать? Это интересно, какая у вас стратегия маркетинга? Ну, у нас есть определенный план маркетинга, у нас есть определенные каналы посева, где мы собираемся запустить продвижение. У нас есть в целом какой-то план по выпуску коротких роликов тоже, как обычно это пробуют делать все остальные платформы. Ну, есть, в общем, определенный план на этот счет. Мы это собираемся запустить буквально в следующей неделе, посмотрим, будет ли этот результат. Скажи глобально, почему вместо картинок была выбрана именно музыка? Потому что в Puppet 2.0 мы поняли, что на картинке долго смотреть неинтересно, а там нужно было их тапать как раз-таки. А музыка – это тот формат контента, который ты прослушиваешь какое-то количество времени определенное, что тебе как раз-таки дает вот этот вот майнинг как таковой. И что можно сделать еще и в фоне. Потому что, ну, это AI-контент, да, он достаточно такой яркий, пока что он достаточно однообразный, это если смотреть на картинки, но при этом музыка получается достаточно разнообразной и интересной. И нам показалось, что этот формат самый пока что удачный для формата, что ты слушаешь и за это что-то получаешь. Ну и вообще, каким-то образом взаимодействуешь с контентом и за это что-то получаешь. Круто. вопросы с Ютуба. Ну, тут Да. скорее тут есть два комментария и два вопроса. Начнем с комментариев. Если попкоин аналог мемкоина, у нового пользователя сразу возникает вопрос, а можно ли это купить или продать?
Да, как вот только что буквально, когда Глазик спрашивал, на блокчейне это или нет, мы вот планируем, если сейчас эта платформа пойдет, и мы увидим, что на это есть спрос, мы это запустим на блокчейне Акинаки. Ну, Для я этого в понимаю, целом... купить Мгм. или продать будет зависеть от выхода вашего DEX, Ну да, правильно? в целом, да, он, насколько я знаю, он уже достаточно близок к релизу, поэтому в целом, да. Достаточно давно, а можно как-то, может быть, без названия сроков, что-то по этому поводу новое сказать? Ну, у нас в целом вот буквально сегодня в канале анонсментсов вышел новый анонс того, что происходит сейчас в разработке DEX. Можно почитать там. Я не могу какие-то детали дать, потому что я им не занимаюсь. Я просто знаю, что им очень активно сейчас занимаются, потому что я каждый день слышу о нем много всего. Ну хорошо, значит, получается полный ответ на этот вопрос. Да, можно, если будет интересно, и только тогда, когда DEX будет готов. Да? Окей. Хорошо, следите за анонсами по DEX, если вы хотите по мемкоину вот эти вот покупать и продавать. Следующий вопрос. Можно ли будет майнить, слушая уже сминченные попкоины? Оно уже сейчас так работает. Независимо от того, где ты это слушаешь, ты всегда майнишь. Единственный момент, ты не минтишь попкоины, которые не соревнуются сейчас. Но майнишь ты постоянно, где бы ты ни слушал. Если я буду слушать треки, да, вот, допустим, с библиотеки, да, вот отсюда вот, какие-то вот, либо с попкоинсов, либо внутри попкоина, либо, не знаю, со страницы автора, я всегда буду майнить. Или я, допустим, открою какие-нибудь плейлисты. Вот у нас на странице Search наш звукарь сделал плейлисты здесь, да, которые ему понравились. И я их сюда запинил, можно сказать, назвав Editor's Choice. Если ты будешь здесь слушать треки, ты будешь майнить. Прикольно. А сколько получается человек намайнит, если он включит на 24 часа на 7 вот эту радиостанцию вашу? Ну, ты же сам знаешь, что это зависит от твоей мамоборды. Вот. В среднем я вот тестил сам, вот видишь, у меня тут есть 10 тысяч наклов. Я не активный, так сказать, майнер, потому что у нас есть у команды ограничения по тому, сколько мы можем майнить именно вот этими вот мобильными верифайерами. Вот. Но вот я на ночь включал, чтобы потестить несколько раз. Ну, майнил, ну, где-то, наверное, учитывая, что у меня мамоборда, ой, я не знаю, сейчас я скажу точно, она у меня вот вся уже максимум 2-го уровня зеленая. Я не помню, сколько это цифр, но я сейчас Где-то подскажу. 60% где-то, мне кажется. Да. Слушай, Ну а вот подожди, я а ты майнил сказал, что... 200-300 наклов, мне кажется, за ночь майнил. Где-то так, наверное. Да подожди, ну это вроде как бы не камильфо. То есть, получается, ты спал, а она играла, и оно майнило, так получается? А может быть, я во сне слушаю музыку. А, А почему не хорошо, камильфо? хорошо. Ну, Так, как бы будем факт так прослушивания есть, Ну, все, как бы по-моему, да. камильфо. Ну, на день я включаю, вот, как я сказал, на фон работы включаю музыку. Вот включаю какой-то, допустим, здесь есть ambient, да, и работаю. Мне прям нравится. У меня майнится, там что-то делается в фоне. Прикольно. Ну, это на самом деле неплохая идея, сделать фон для сна. А там, кстати, можно такой фон для сна выбрать, такой релаксирующий, да? Ну да, здесь есть, сейчас мы зайдем вот не сюда, вот сюда зайдем, вот ищут попец. Вот ambient можно включить, тут треков много. Ну, Ого. не прям Ну, так то есть много, конечно, но есть. есть треки, под которые можно поспать. Отлично. Хорошо, еще вопрос. Я бы тут был осторожен, потому что, ну, сам понимаешь, это делает нейросеть, и мы это даже никак не фильтруем. Возможно, где-то здесь есть то, что тебя разбудит. Особенно вот меня смущает вот этот трек с названием ш и оно не заканчивается, знаешь, тут. Давайте его Хорошо. А в послушаем, связи с интересно. этим... Извините. Давай. На фоне включи его. Ну вот я включил, да. Да, Надеюсь, я... не громко сейчас, потому что у меня Отлично. достаточно громко. Ну, ничего не слышно. Ну ладно, а в связи с этим у меня вопрос. А можно ли плейлист твой составить, да? Да, конечно, на вот странице библиотеки можешь сюда накидать треков. Ну, во-первых, ты можешь его создать, там, не знаю, давай, 1, 2, 3, да? Можешь сюда добавлять треки через поиск, ну, понятное дело, либо можешь вот буквально нажимать на трек, добавить в плейлист, делать 1, 2, 3. Ну, то есть можно безопасный трек для сна сделать. Плейлист для сна можно сделать, да, безопасный.
Хорошо, следующий вопрос. Так, это мы уже ответили. Значит, сколько в день можно делать треков? Неограниченное количество, зависит от тебя. Звучит как дырка в безопасности. Нет, Я, конечно, почему? понимаю, что... А почему Это дырка? платно просто, Илья. Ну, типа, сколько у тебя денег как хватит, бы да. столько и... Да, как бы, ну, пожалуйста, ты купил подписку, ты купил токены, хочешь делать весь день треки, да, пожалуйста, делай. Кто тебе... Вот у меня, смотри, допустим, давай вот сейчас опубликуем, например, я не знаю, сори, я потише сделаю, потому что Да, меня да, мешает выключай. говорить. Просто было очень интересно его послушать. Оно мне просто мешает, да, говорить. Ну, допустим, давай вот мы сделаем попкоин ска, да, если он есть. Нету такого. Вот, everyone, давай. Поехали. Мы сделали попкоин, да, вот я этот трек увидел. Вот он как бы начал соревноваться сейчас. Он где-то сейчас в самом низу в бакете лег, все, он соревнуется, через какое-то время вот он выйдет. Ну вот у меня, допустим, ну вот я именно на продакшене, видишь, треков здесь сделал не очень много. Но вот на стейдже у меня там что-то треков, ну, очень много, потому что я много через эту штуку тестил, проходил через это. Довели это до такого, что, ну, треки сделать стало реально удобно. Конечно, да, иногда нейросеть выдает результат, который ты не хочешь или не ожидаешь, но мы работаем над тем, чтобы она выдавала более стабильный результат под твой, как бы, запрос. Я Но при видел этом, вопрос по да, этому поводу. Будет ли возврат средств за неудачный трек? Типа, можно ли будет, как сказать, удалить трек и вернуть средства назад? Вот такой был это вопрос. невозможно, к сожалению. Мгм. А Потому объясни, что почему. Объясни. я объясню, почему. Я в целом уже ребятам, кто задавал вопрос в сообществе Puppet музыки, тоже отвечал. Мы используем сторонние IP для генерации музыки в основном. И мы при каждом запросе юзера мы тратим на это токены. У самой платформы заработка практически нет как такового, потому что платформа была в целом создана для того, чтобы поддерживать аккумулятор Акинаки, чтобы в него попадали средства в виде шеллов либо USDC, и там был supply. Вот. Собственно, каждый раз, когда юзер делает запрос, мы делаем большое количество запросов к разным нейросетям, тратим на это средства. Но, к сожалению, мы эти средства никак вернуть не можем оттуда. Если бы мы могли оттуда вернуть средства, то мы бы, конечно, сделали функцию возвращения этих средств юзеру. Проблем бы никаких не было. Мы как Да, бы не жадны. да, это Вот. блокчейн. К сожалению, назад фарш нельзя провернуть. И это и то же самое. Ну, то есть. Да. Мгм. Ну, тут как бы в блокчейне проблемы обратно с одного кошелька на другой транзакцию отправить нет. Ну, если Вот. в аккумулятор попало, например. Ну, если в аккумулятор, да, ну, как опять же, Вот. ну, как бы да. То есть основная проблема тут в том, что как бы средства уплочены. Вот и все. Так, хорошо, с этим понятно. Тут еще... кстати, вот, может, я пропустил. А сколько стоит 1 минута трека? Здесь нету ограничений по времени. То есть ты можешь, допустим, в мой вайб напишите мне там длинный трек, он тебе сделает там 5 минут трек. Я про расход. Сколько вот это создание музыки бесконечное может обходиться пользователю? На $10 он сколько нагенерит музыки? Ну, на $10 ты примерно даже нагенери где-то 100, сколько? 112 треков примерно. Чуть побольше, наверное, будет. А сразу в связи с этим, вот если сравнить с Uno, очень имбовая, мне понравилась фича, это клонированный голос. Можно с помощью клонированного голоса, ну, например, там, просить человека извиниться перед тобой или что-нибудь еще сказать, что-нибудь неприятное. Вот, а у вас такое можно? У нас сейчас такого нельзя, но мы, кстати, думали что-то такое сделать, но пока не дошли до туда. Тут просто вопрос в том, что надо сделать какой-то механизм, что юзер сможет этот голос как-то клонировать и здесь его хранить. Короче, пока просто не дошли. Может быть, в будущем сделаем. Не дошли, Но у нас хорошо. можно сделать кавер. То есть ты можешь, вот мы сейчас, допустим, трек сделали, да, вот этот вот, то есть я могу его закинуть в запрос, накидать сюда, допустим, какого-то другого жанра, либо накидать туда вайб. Могу даже те же настройки выставить, да, вот last выбрать, вот то же самое, вот меня заставилось, добавить сюда кавер, да, вот он трек, и могу сюда кинуть лирики, и по нему потом сделать, то есть вот у нас тот трек был без слов,
а после этого он станет со словами. Ну, скорее всего, немножко какой-то, конечно, другой. Чуть-чуть. Но мотив останется тот же. Ясненько. Тут на YouTube пользователи решили баг-репорт отправить. Пишут, значит, не удалось создать аккаунт, connected deep link failed registered account backend failed 500. Что скажешь? А, Ну, у нас сейчас есть Я проблемы. подкину тебе идею. Ты можешь сейчас в эфире сказать ребятам, как такие случаи обрабатываются. То есть куда писать, саппорт-аккаунты. Я Писать понимаю, что много. можно, писать можно вот сюда, в саппорт. Когда сюда нажимаешь, попадаешь в сообщество Puppet музыки. Там мы находимся на контакте со всеми юзерами, общаемся, все это как бы обрабатываем. Но сейчас такая проблема, потому что вот, я не знаю, мы, по-моему, до того, как мы стримить начали, это обговорили. Есть просто проблема с блокчейном, там сейчас активен БК, у которого есть какие-то проблемы с хардвером, походу. И он очень долго обрабатывает транзакции. Как только произойдет ротейшн, станет другой БК на это место, проблемы сразу же пропадут. Хорошо, пишите в саппорт вам ответит. А, кстати, в саппорте у вас работают люди или роботы? Мы работаем, я с коллегами, которые разрабатывают Puppet музыку. Так, уважаемые телезрители, в саппорте работают люди. В наш век искусственного интеллекта это уникальное положение вещей. Продолжаем. Владик, тебе микрофон даю. Так, давайте. Может раздавать токены пользователям, чтобы они могли генерировать треки? Например, один трек в сутки. Триал? Да. Ну, у нас сейчас уже есть триал. Мы даем на каждый аккаунт по 2 трека создавать. Мгм. Наверное, чуть попозже, когда у нас устоится экономика, мы сможем дать какой-то механизм, чтобы давать юзерам постоянное количество какого-то бесплатного трека в каждый день. Пока что у нас такой возможности сделать нет на данный момент. Появится ли возможность загружать собственные треки, ты уже ответил. Тогда вот, тут есть короткие треки в 1,5-2 минуты. При их прослушивании не получают столько салатовых ромбиков, как длинные треки длиной от 4 минут. То есть, Мгм. чтобы они сминтились, их должны прослушать больше раз. Не находите ли в этом некую несправедливость? Ну, мы буквально сейчас работаем над тем, чтобы минимальная длина треков всегда была там 2 минуты с чем-то. Возможно, мы подкрутим немного то, сколько юзеры могут минтить трек до того как раз-таки состояние минимальной длины треков, и тем самым мы найдем баланс. Опять же, у нас сейчас есть в комьюнити проблемы, то есть у нас есть люди, у которых большое количество то ли, не знаю, друзей, что в целом хорошо, то ли у них много бот-аккаунтов, которыми они бусят свои треки, тем самым выкидывают из соревнования других юзеров. Но у нас есть в целом план, что нужно сделать, чтобы эту проблему решить, и вот мы этим будем заниматься на следующей неделе. Следите Хорошо. за обновлениями, так сказать. И вот, наверное, это ближе к этой теме. Почему Poppet Music имеет ограниченное время сессии, в отличие от других приложений для майнинга? Ну, во-первых, мы отчасти этим самым боремся с фермами ботов, чтобы им просто было не очень удобно этим всем заниматься. Но, во-вторых, у нас просто какая-то есть небольшая проблема, которую мы просто пока что до конца не решили. Как будто бы у нас есть какой-то внутренний баг, но вот сегодня буквально мы инвестигировали этот момент и поняли, что, скорее всего, по большей части, такая проблема коснулась юзеров, которые используют Telegram браузер веб, я не знаю, как он правильно называется, TMA веб. У него, короче говоря, очень странный функционал работы с local storage, он его очень часто чистить любит, и вот похоже, что нам нужно просто в ту сторону как-то посмотреть, потому что мы по большей части все обрабатывали и, как сказать, полишили под там Chrome, Safari, такие веб-браузеры, в общем, нежели чем Telegram. Возможно, у нас там просто есть какая-то вещь, которую мы не учли, и поэтому часто local storage у юзеров чистится. Все. И вопрос, наверное, как к эксперту больше такой, чем по сервису. Лингвистические модели 3.0. Есть ли понимание,
то какие-то языковые пакеты работают хуже или лучше? Но мы сейчас используем Qwen для генерации промптов. Работает отлично. В целом, вот это все, что я могу сказать. Есть планы по развитию Puppet Music на ближайшее время? Что нам ждать нового? Да, буквально в ближайшее время мы доработаем систему минтинга, опять же, чтобы это было повеселее, почестнее и чуть больше треков минтилось на платформе, нежели чем сейчас. Буквально в ближайшее время мы собираемся добавить функции перегенерирования треков, названий наконец-то, добавление картинок для попкоинов, для авторов, для плейлистов, чтобы, ну, вот таких зеленых штук не было и заполнить платформу большим контентом. Скорее всего, будем смотреть в сторону реферальной программы какой-то. Для новых пользователей, насколько выгодно будет майнить с нулевым мамобордой? Ну, с нулевым оббордой, насколько я знаю, майнить в целом вообще не выгодно. У Мгм. нас раньше было как? При создании аккаунта мы давали какое-то определенное количество бустов, сейчас это выключили разработчики. Но, скорее всего, мы в ближайшее время это обратно чуть вернем, то есть мы сколько-то чуть-чуть бустов будем давать, но не так много, как раньше. Ну, а сейчас, да, ну, покупай подписку, покупай токены, получай бусты, майни. Сейчас на самом деле получать бусты как будто бы проще, чем было это раньше. Ну, просто за деньги. Просто деньги платишь, да. Легко. Действительно. Хорошо, а Хорошо. давай тогда подведем итог. Смотри, из того, что всего мы рассказали, фоллап, человека, который хочет попробовать, получается, ему нужно пойти на сервис, Да. оплатить какую-то подписку с помощью карты, не с помощью какой-то крипты, а с помощью карты он оплачивает. Это мы, кстати, не очень раскрыли, но я говорю. И получив бусты, он создает себе мамоборду, которая, собственно, позволит ему быть более эффективным. И когда он будет создавать по своему тарифу музыку, и ее будут слушать, и он сам будет слушать. Вот тут, кстати, не очень понятно. Чтобы он начал майнить, он должен слушать свою музыку, так? Или чужую, так получается? Ты майнишь, когда ты слушаешь любую музыку. Неважно, твоя это, не твоя, выпущенная, не выпущенная, все что угодно. Ну хорошо, тогда вот представим себе жизнь человека такого, он создал себе имбовую музыку для настроения, там, для сна, для бодрствования. И слушая ее, используя те бусты, которые он получил, покупая, оплачивая тариф, он будет майнить залоченные наклы. И сколько-то манит, в зависимости от того, сколько он слушал, в зависимости от того, сколько у него бустов и так далее. И, ну, собственно, и так может проводить свое время. Я правильно все понял? В целом, да, но я ремарку сделаю, что чтобы юзеру попробовать что-то сделать на платформе, ему не надо покупать даже ничего. То есть он приходит, регистрируется здесь, мы тут добавили функцию Light Wallet, то есть тебе даже не нужно скачивать кошелек приложения, ты можешь зарегистрироваться прямо здесь, на платформе, не уходя отсюда. Вот. При регистрации ты получишь бесплатные токены, которые можно, с помощью которых можно попробовать создать 2 трека сейчас. Вот. И, собственно, ну а дальше, да, ты покупаешь подписку, делаешь треки, можешь делать их сколько угодно, ну, пока не закончатся токены. Выпускаете, ты можешь их не выпускать, ты можешь их просто оставлять у себя в архиве на странице, вот здесь Create, да, они у тебя здесь будут лежать, ты можешь отсюда их скачать себе на компьютер, да, использовать как-то где-то, куда угодно их можешь выкладывать, что угодно с ними делать. Но в конце флоу создания ты можешь также этот трек выложить в PubCoin на платформу, и тогда его послушают другие люди и станут такими, как... Они вложат свое время, которое они послушали трек, в этот PubCoin. Тем самым они получат частичку твоего творчества к себе в кошелек, и, может быть, в будущем, если ты будешь этот PubCoin развивать, либо не знаю, людям понравится идея этого попкоина. Представим, что попкоин – это альбом, да, музыкальный, и в него будут другие люди тоже создавать треки. То, возможно, в будущем это даже принесет тебе какую-то монету. То есть тут depends. Но Хорошо. при Ну, этом для того, чтобы майнить, тебе не нужно создавать треки. Просто слушай музыку, все, кайфуй.
Ну подожди-ка, просто слушай музыку, кайфуй, ты не сможешь, потому что у тебя, условно, если ты новый пользователь, материнская плата, так сказать, так себе. И выходит, что для эффективной стратегии заключается все-таки платить тариф, купив эти бусты. А Да? вот, между прочим, сразу вот возникает вопрос. А если человек не хочет создавать музыку, а хочет именно майнить, вы не рассматриваете такую Пожалуйста. возможность просто купить бусты чисто вот Пожалуйста. Вот покупая подписку, ты получаешь бусты сразу же после покупки. Причем пакетов ты можешь купить сколько угодно. Сейчас это не подписка, а one-time покупка. То есть ты Я можешь понимаю. покупать этих пакетов сколько угодно, получить сколько угодно бустов, ставить их в мамоборду и майнить. Все. Да-да, но смотри, чисто вот если с точки зрения экономиста на этот вопрос посмотреть, в пакете входит еще предоплаченное некоторое количество токенов. А если Да. человек, стратегия не использовать эти токены, то у него Мгм. должна возможность быть либо не покупать их, то есть купить только бусты, либо возможность поделиться, зашерить свою купленную подписку. То есть варианты тут, как бы я вижу, два. Возможно, в будущем будет такой функционал. У нас есть, насколько я знаю, в разработке сейчас marketplace агентских токенов, а Puppet Music это будет как один из агентов общей системы Gosh AI. Возможно, там их можно будет перепродавать. Сейчас я Расскажи, не могу ответить на пожалуйста, вопрос, можно что ли будет. такое marketplace агентских токенов? Ну, в целом, вся эта идея задумывалась как. Возможно, здесь немножко ошибусь, об этом, конечно, лучше расскажет Митя Горошевский, да. Но основная идея в том, что вот ребята делают Gosh AI, это такой, как бы... Сейчас я правильно сформулирую, нужные слова подберу. Тяжело Подожди, мне в эту Артем, сторону. я могу тебе помочь в этом плане. У нас на канале недавно вышел русская озвучка Мити, выступление Мити, и он там подробно об этом всем рассказывает. Поэтому те, кто хочет разобраться с агентскими токенами и Gosh AI, как это работает, может послушать запись на канале в русском или в английском режиме. Ну, английский режим это в оригинале, там другие ребята делали из другого сообщества, а мы просто там с их разрешения сделали дубляж на русский язык. И получилось, кстати, очень неплохо. С помощью искусственного интеллекта тоже, конечно, мы сделали. И X2, то есть 15 минут информации, можно послушать и понять, что такое Gosh AI. Ну да, я просто дополню. Не знаю, раскрывалась эта тема там или нет. Собственно, на Gosh AI можно будет делать своего агента, который может выполнять определенные функции. И назначать своему, так сказать, агентскому, наверное, правильно это назвать, наверное, сварму, наверное. Я в этом путаюсь, я могу ошибаться. В общем, ты можешь делать агентскую группу агентов, которая будет выполнять определенную функцию, и она будет стоить определенное количество токенов. Так вот, возможно, в будущем Puppet Музыка станет одним из таких агентов. То есть ты там, допустим, работаешь над каким-то проектом, да, тебе вдруг нужна музыка, ты вбиваешь там запрос какой-то определенный, смотришь, сколько агентских токенов стоит твой запрос, и ты просто идешь и это делаешь. Возможно, вот этих как раз-таки агентов, может быть, нескольких штук мы сделаем под определенные какие-то, да, там, направления, которые нужны будут людям. Ну, а так, идея в том, что любой человек сможет сделать своего агента с каким-то определенным количеством функционала и выставить на это цену, на эту работу. И мы видим так, что юзер сможет на основе Puppet музыки, возможно, ну, то есть это как бы юзер сможет на основе любой как бы нейросети, любой группы агентов сделать свой вот этот вот группу агентов, которая будет выполнять функцию, но Puppet музыка, скорее всего, в будущем поддержит это все, и, наверное, с помощью этого можно будет перепродавать как раз-таки купленные токены, наверное. Это отвечая на вопрос твой, Ильяр, который ты спрашивал про перепродажу токенов. Вопросик. Конечно. На самом деле он важный. Про пакет, который про. Да. В него, грубо говоря, входит 1156 треков, да, которые можно создать с помощью этого пакета. Мгм. Это в день нужно делать приблизительно под 40 треков для того, чтобы время вышло и все токены были израсходованы. Мгм. В реале это не то, что тяжело, это безумно тяжело. Этот Почему, как вопрос думаешь, вообще как-то интересно? будет решен?
Ну, А, во-первых, да, я сразу отвечу на этот вопрос. Пакет был создан, и вообще в целом эти пакеты сделаны под то, чтобы... Короче говоря, вот тут мы видим, да, что покупая этот пакет, ты получаешь вот столько-то треков примерно. Почему примерно? Потому что на самом деле ты получаешь столько-то агентских токенов. И что такое агентские токены? Это токены, которые ты сможешь потратить не только на Puppet музыку, но еще и на Gosh AI. То есть, покупая подписку, ты получишь в ближайшем времени, когда только Gosh AI выпустится, ты будешь получать подписку сразу же и на Puppet музыку, и на Gosh AI, и на какие-то продукты, которые будут еще. То есть тебе не вот именно обязательно этот момент волновал. Да, то Вот есть да, эти вот именно токены... это волновало. Мгм. Да, то есть эти токены не обязательно нужно будет тратить на Puppet музыку. Ты можешь пойти потратить их в другом месте. И, скорее всего, в том же Gosh AI ты эти токены потратишь очень быстро. Да, я вот, Да, кстати, там, я не подумал, знаю. потому что сборка одного трека занимает, ну, пару секунд и 40 треков в день. Почему бы нет? Просто Но перебираешь это все нужно разные прослушать, настроения и во-первых. слушаешь. Брось. Ну, нет, Владик, это сильно. Перебираешь. Если у тебя есть какая-то мысль в голове, и ты хочешь ее довести, ты не будешь перебирать много. То есть здесь уже все зависит на самом деле от движка и от того, что у тебя в голове крутится. И, как правило, оно должно совпадать, ожидания и реальность. Максимум, ну, не знаю, у меня для того, чтобы что-то сделать, вот в 3.0 версии, у меня уходило, ну, потолок, ну, не знаю, сколько там, 600, наверное, 600-800, может быть. Это потолок. Это когда прям не получалось, и каждый раз Квен выдавало что-то странное. Там либо зажевывалось, либо как-то непонятно воспроизводилось. Но это не так много на самом деле. А вот, ну, именно вот по объему того, что потратить это все в про-пакете, вот, к примеру, для меня сейчас было бы очень проблематично. Я знаю людей, у которых тоже такая же проблема, и для того, чтобы все это стереть, но было бы очень много времени затрачено, а его, как правило, не совсем всегда хватает. И вот про это. Но то, что будет возможность тратить эти же самые токены где-то еще, оно решает полностью, наверное, момент. Да, и, скорее всего, я еще думал, что мы в ближайшем времени пакеты пересчитаем. То есть, ну, цена треков останется такой же, все останется такое же, просто составляющая, точнее, не цена пакетов останется такой же, цена треков останется такой же и агентских токенов. Ну, просто мы пересчитаем пакеты, скорее всего, мы сделаем пакеты поменьше в ближайшем времени. Вот. То есть сейчас, наверное, было бы разумным не покупать про-пакет, да? Я правильно понимаю? Все зависит от твоих потребностей. У нас есть в целом юзеры на Puppet музыке, которые тратят эти про пакеты. То есть, ну, как бы, все зависит от твоего аппетита. Понимаешь, да? Типа, Ну, на практике я вижу, что это так и работает. То есть у нас есть юзеры, которые умудряются потратить это раньше конца месяца. У нас раньше был баг, нельзя было купить новую подписку того же пакета, если месяц не закончился, короче говоря. Вот, и ко мне приходило, наверное, ну, раз 6-7 несколько юзеров, которые просили меня им починить это, чтобы они купили новый пакет Pro. То есть, как бы, есть люди, которые готовы, и им интересно генерировать такое большое количество треков. А в целом я рассматриваю эту платформу как платформу для экспериментов, потому что часто нейронка выдает какой-то не тот результат, который ты хотел, но он получается интересным. И ты такой, вау, прикольно. Что-то новое, что-то необычное, то, что я не ожидал, но мне нравится. Вот. да. И мне, честно говоря, нравится этот вот формат такой. Спасибо, Артем, что пришел, рассказал. Реально было интересно. Я прям кайфанул, когда мы трек создали. Ну, то есть я прям от него кайфанул. Я думаю, я этот трек зашерю в нашем телеграме Web3 Voice. Мгм. Вот, и все могут его послушать. Заходите в наш Я тебе телеграм. сейчас пришлю ссылку на него. Ссылку, да. Да. Подписывайтесь на Web3 Voice. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Все? Ставьте лайки, комментарии, следите за Нажимайте мной. на колокольчик. Да, да.